Всем здравствуйте! Сегодня я хочу с вами связать вот такие вот носочки. Один носочек у меня связан, второй будем вязать вместе. В первую очередь останавливаюсь на пряже. Пряжа у нас астра. Состав 75% супервош, 25% нейлон. У нас это моточек 50 грамм. В моточке 200 метров. Они продаются по 2 мотка. Это вот то, что осталось после того, как связан один носочек. Что касается расхода, у меня этот носочек 29 грамм. То есть 58 грамм получится на 2 моточка. Еще останется. Затем можно связать немножко меньше размер. В данном случае это размер у меня 36-37. И спицами я вязала номер 2,25. Леска у меня 100 сантиметров. Вы можете вязать и на 80 сантиметрах. Для этого нам понадобится еще 2 маркера. И что касается другого размера, я дам вам подсказку. Когда мы дальше будем вязать, я вам подскажу, потому что очень легко связать на другой размер. Размер будет отличаться тем, что может быть количеством петель. Здесь у меня 68 петель. Вы знаете, тянется очень резиночка, поэтому дальше высота стенки пятки отличается. Если больше размер, нужно будет больше провязать эту стенку пятки. Я вам подскажу, сколько. Если меньше размер, естественно, стенка пятки будет меньше по длине. И, конечно, количество рядов после того, как будут сделаны убавки. До мыска, вот здесь вот у меня провязано 59 рядов на размер 36-37. Естественно, если меньше размер, значит надо будет меньше рядов провязать. Если больше размер, вяжем больше рядов. Ну, я вам дальше дам подсказку, поэтому я думаю, что если вы захотите связать на свой размер из такой вот пряжи, смело вяжите, потому что носочки получаются очень-очень мягкие, нежные. И тем более она, носочная эта пряжа, хороша тем, что ее можно стирать в машинке. Изделия из нее тоже можно все стирать в машинке. Берем ниточку в работу, отмеряем нужную длину и набираем 68 петель. Я буду набирать одним из своих любимых способов, особенно когда я вяжу носочки. Спицу под нить и набираем первую двойную петлю. Вот так. Дальше будут движения повторяться. С указательного пальца мы берем вот эту вот дальнюю ниточку, а с большого ближнюю. И заводим еще в петлю. Вот так. И повторяем вот эти вот действия. С указательного дальняя ниточка, а с большого ближняя. И заводим в петлю. Сбрасываем на спицу. Вот так набираем 68 петель. И затем еще одну петлю для замыкания в круг. Вытягиваем леску в двух местах и замыкаем вязание в круг. Вот таким образом, чтобы эта косичка была внутри. Сейчас набрасываем последнюю петлю, вот эту, на правую спицу, а первую петлю, вот эту, набрасываем на последнюю. Протягиваем вот эту вот ниточку. Вешаем маркер. И сейчас вяжем резиночку 1 на 1. 20 рядов. Обыкновенной резиночкой, никаких скрещенов я здесь не делала. Итак, у меня провязано уже 20 рядов. Резиночка 1 на 1. И сейчас будем вязать раппорт. Раппорт выглядит таким образом. Такая вот шахматка получается. Он хорошо растягивается и плотно прилегает по ноге. То есть то, что вот действительно в носочках хорошо. Раппорт состоит из 4 петель и 12 рядов в высоту.
После того, как провязывается 12 рядов, раппорт повторяется с первого ряда. Пустые клеточки — это у нас лицевая петля, а горизонтальная — это у нас изнаночная петля. Начинаем. Первые 2 петли у нас будут лицевые, а затем 2 изнаночные. И так повторяем до конца первого ряда. 1, 2 петля лицевая, а 2 петли изнаночные. И таким образом повторяем первый ряд. Этот первый ряд у нас будет повторяться 6 раз. Все точно так же провязываем во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом ряду. 2 первые петли у нас лицевые, а затем 2 изнаночные. И таким образом повторяем 6 рядов в высоту. Так, 6 рядов уже провязано. В 7 ряду у нас меняются немножко узор этот. С 7 по 12 ряд также повторяется. Первая петля у нас будет лицевая, затем 2 изнаночные и опять лицевая. Вяжем 7 ряд. Первая петля у нас будет лицевая, 2 изнаночные и 1 лицевая. И так повторяем вот этот ряд до конца. 1 лицевая, 2 изнаночные и 1 лицевая. И затем до 12 ряда включительно вяжем вот этот вот узор дальше. Так, 7 ряд я уже провязала. И смотрите, как я уже сказала, до 12 ряда включительно будет у нас вот этот вот узор. А затем, начиная с 13 ряда, мы с вами будем повторять с первого ряда по 6, а затем с 7 по 12 идет вот чередование этих лицевых и изнаночных петель. Я думаю, дальше будет все понятно. Поэтому мы должны с вами сейчас провязать. Смотрите, мы одну часть провязали, вот эту вот эта вот часть у нас провязана. Дальше мы должны провязать до высоты пятки еще 4 раза по 6 рядов. Вот это вот, смотрите, 1, 2, 3 и 4. 4 вот таких вот, скажем, частей. То есть у нас получится до высоты пятки должно быть провязано после манжета 30 рядов. Вот здесь 6, дальше 6, 6 и все по 6 рядов. 5 раз. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем вот таким образом, сохраняя вот этот вот наш рисунок. Итак, провязано у меня уже 30 рядов после резиночки 1 на 1. И сейчас мы с вами будем вязать стенку пятки. Вот эту вот часть. Здесь у меня провязано 32 ряда. Мы будем вязать вот эту стенку пятки более утолщенную вытянутыми петлями. И кроме того, будем формировать вот такой вот край пятки. Край стенки пятки. Так, самый первый ряд сейчас у нас будет лицевой. Мы будем провязывать следующим образом. Вывязываем стенку пятки на половине петель. То есть будем вязать сейчас по лицевой стороне, затем развернемся и пойдем на изнаночную сторону. Значит, первый ряд будет провязываться следующим образом. Первые 2 петли мы с вами провязываем лицевой. Дальше у нас идет следующая петля. Мы с вами тоже провяжем лицевой. А дальше будем снимать нить за работой. Вот таким образом. И повторяем. Одну лицевую провязываем, вторая нить за работой. Снимаем петельку. Провязали, сняли, провязали, сняли, провязали, сняли. И так до конца этого ряда. В конце ряда у нас остается 3 петли.
Смотрите, мы вот это вот провязали, значит, следующую мы снимаем нить за работой, и последние 2 петли мы с вами провязываем лицевой. Это первый ряд. Разворачиваем вязание на обратную сторону. Второй ряд по изнаночной стороне. Все петли будут изнаночные. Единственное, на изнаночной стороне 2 первые петельки, вот эти вот, и 2 последние петельки. Мы с вами не будем их провязывать, а будем снимать нить вот перед работой. Первая кромочная у нас идет, мы ее снимаем. Вторую петлю тоже мы снимаем, при этом нить уже перед работой. Вот таким образом. Это всегда будет повторяться в изнаночных рядах, когда мы будем вязать с вами стенку пятки, чтобы получился вот такой вот край. По изнаночной стороне еще раз 2 первые петельки и 2 последние мы не будем провязывать, а будем снимать. Нить при этом находится перед работой. Вот так. Остальные петли у нас будут изнаночные, в том числе те петельки, которые мы с вами снимали. То есть где вот эта вот ниточка, она, видно, что она не провязанная. До конца этого ряда провязываем изнаночными петлями и не доходим до 2 последних петель. Вот у нас остались 2 петли, мы с вами их снимаем. Сначала одну, затем вторую. Нить находится перед работой. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. В лицевых рядах 2 первые и 2 последние петли мы будем провязывать лицевыми. Вот таким образом. Первая петля, затем вторая. Дальше, смотрите, идем, провязываем вот эту вот стенку пятки вытянутыми петлями. У нас первая петля, вспоминаем, мы ее провязывали после 2 петель, а следующую петлю мы с вами снимали. Нить была перед работой. Точно так же повторяем все время в лицевых рядах. Провязываем лицевую, вторую снимаем нить за работой. Еще раз провязали, сняли, провязали, сняли. И вот так мы будем вязать стенку пятки в лицевых рядах. Последние петли мы тоже с вами провяжем. Доходим до 3 последних петель. Вот у нас это провязанная петля. Сейчас мы следующую снимаем нить за работой. А последние 2 петли мы с вами провязываем лицевой. Одна и вторая. Вот так мы будем вязать с вами дальше стенку пятки. Чтобы образовался вот этот вот край стенки пятки, мы с вами будем провязывать, еще раз повторюсь, в лицевых рядах мы провязываем и первые 2, и последние лицевыми петлями. Остальная у нас идет пяточка, это вытянутые петли. По изнаночной стороне мы с вами 2 первые и 2 последние петельки не провязываем. Нить находится перед работой. Вяжем так стенку пятки 32 ряда. Это на размер 36-37. Для вашего размера может быть свое количество рядов, поэтому внимательно посмотрите и провяжите столько рядов, сколько вам нужно для своего размера. Так, стенка пятки у меня уже провязана. В сантиметрах у меня получилось 5,5. Это, как я уже сказала, размер 36-37. Что касается другого размера, я вам сейчас покажу. Вот это вот, скажем, информация для других размеров. Если у вас размер 34-35, значит высота вот этой стенки пятки должна быть 5 сантиметров. Но у нас 36-37, поэтому 5,5 сантиметра. Если у вас будет больше размер, значит, смотрите, разница между размерами в 0,5 сантиметров. Дальше мы вяжем с вами чашечку. После того, как выполнили стенку пятки, вяжется чашечка. Чашечка — это вот эта вот часть
носочка. Вот это вот и есть чашечка. Мы с вами будем вывязывать ее также вытянутыми петлями. То есть точно так же, как и была стенка пятки. Вязать мы будем следующим образом. Сначала мы поделим наши петли на 3 части. На центр мы оставим 12 петель, а по бокам 11 петель. И начинаем с вами сейчас провязывать чашечку. Сначала вяжем вот этих вот 11 петель и центральных тоже 11 петель. Вяжем так же, как и стенку пятки, вытянутыми петлями. Первые 2 петли мы с вами провязываем. Следующая у нас тоже была провязана. Дальше вытянутая петля. Следующее провязываем, это вытянутая петля. И считаем 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 11 петель провязано. Сейчас 11 петель центральных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12-я петля центральной части и первая петля третьей части боковой. По лицевой стороне мы с вами будем провязывать за заднюю стенку лицевой 2 петли вместе, вот так. Сейчас разворачиваемся на изнаночную сторону. Провязываем сейчас вот до этого места. Сейчас я вам скажу, где. Считаем 11 петель центральных. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петель центральных мы с вами провязали. 12 петля центральной части и первая петля вот этой первой части по изнаночной стороне провязывается уже за передние стенки. Вот так. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вот у нас идут центральные 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И здесь уже, вот видите, формируется вот этот вот стык с одной и с другой стороны. И таким образом мы с вами будем повторять до тех пор, пока вот эти боковые петельки у нас не убавятся. Сейчас провязываем вот эту вот первую петлю, мы снимаем лицевую. Дальше смотрите внимательно, она у нас, скажем, такая утопленная петля, поэтому она провязывается. Вот это более вверху вытянутая, значит, мы ее должны снимать. Провязываем с вами до 11 петель в центральной части. Вот эту вот 12-ю петлю и первую петлю боковой части провязываем за заднюю стенку по лицевой стороне. Разворачиваем вязание. По изнаночной стороне вот эта вот петля снимается таким образом, первая. Все изнаночные петли. 11 петель провязываем центральных. 12-я петля, вот эта, и первая петля боковой части провязывается вот таким образом. И опять разворачиваемся на лицевую сторону. Далее повторяем вот эти вот убавки с двух сторон, пока у нас эти боковые петельки не убавятся. Итак, чашечка у меня уже провязана. Вот так она выглядит поближе. По изнаночной стороне. И сейчас мы с вами будем набирать петли по боковым краям стенки пятки. То есть вот здесь вот
Вот видите, у нас идет косичка такая, и мы за эти косички будем набирать петли. Вначале чашечку делим на 2 части, чтобы нам было удобнее вязать. 6 петель провязываем и вытягиваем спицу. Первая петля у нас вот эта пока снимается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас мы с вами будем вязать лицевыми петлями нижнюю часть. Так, 6 петель и вытягиваем спицу. Дальше провязываем опять 6 петель. И начинаем набирать петельки. Петельки набираются следующим образом. Вот эта вот косичка у нас идет 2 вот эти дужечки. И мы будем набирать за эти дужки петлю. Вот таким образом. Вот у нас одна петля. И дальше, смотрите, идет вторая петля. Третья косичка. Таким образом мы набираем с вами по бокам 17 петель. Здесь у нас 2, 4, 6. Это чашечка, а дальше должно набрано быть 17 петель. С одной стороны и с другой точно так же. Так, 17 петель я уже набрала. Вешаем маркер. И затем вяжем верхнюю часть, сохраняя вот этот вот рисунок, который у нас есть. Я остановилась, смотрите, вот у нас провязано 5 вот таких вот узоров, скажем так, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 5 я провязала, остается третий раппорт 7-го ряда. То есть мы должны начинать вот отсюда, вот эту вот шахматку. Но смотрите, у меня идет 2 изнаночные, а затем 2 лицевые. Значит, я сейчас буду провязывать одну изнаночную, и дальше идут 2 лицевые. Вот эта вот лицевая дорожка, она у нас идет все время, неизменно. Так, и сейчас опять 2 изнаночные провязываем. То есть у нас одна изнаночная, 2 лицевые, и опять 2 изнаночные, 2 лицевые. Так мы провязываем верхнюю часть, останавливаемся вот здесь вот. Здесь у нас в конце получается 2 изнаночные, и последняя петля у нас лицевая. Сейчас мы с вами набираем петли точно таким же самым образом, 17 петель, как и по той стороне. Смотрим вот на эти вот косички и набираем за 2 вот эти вот косички, петельки. Первая петля, одеваем маркер сейчас, для того, чтобы знать, где потом не ошибиться, делать убавки в клине подъема. Так, и первая петля, вот она вот здесь вот всегда какая-то такая, скажем, не очень красивая, поэтому можно выполнить ее набор следующим образом. Вот здесь вот стенку тоже найти. И с этой вот стеночкой провязать вместе. Вот так попробуем. Так, если мы наберем следующую петлю, проверим, что у нас получилось. Вот у нас получилось более плотное соединение. Так, и дальше набираем петельки за 2 вот эти вот косички. Еще смотрите, покажу возле самой чашечки. Видите, у нас такой вот какое-то получается вытянутое соединение, поэтому можно поступить следующим образом. 17 петля, смотрите, я вот подхватываю даже за одну стенку вот эту вот и провязываю скрещенной лицевой. Вот таким образом. И оно плотно потом прилегает и хорошо закрывает
вот эти вот дырочки, которые образуются возле чашки. Провязываем эту чашечку до конца. Нужно пересчитать петли. Значит, у нас вверху получается 34 петли. 34 петли, то есть от одного маркера до второго по верхней части. Здесь у нас 17 петель. Вот здесь вот 6 чашечка. Опять 6 петель чашечка и 17 петель боковых. Первый ряд после этого мы с вами выполняем лицевой. То есть все петли мы выполняем лицевыми. Я имею в виду нижнюю часть. Нижняя часть вяжется лицевыми петлями. Вверху мы сохраняем вот этот вот узор. У меня сейчас идет 8-й ряд узора. То есть мы сейчас выполняем дальше 5 рядов, потому что один ряд выполнили, еще 5 рядов одинаковых. Точно так же, как мы вязали и перед этим. Изнаночная, изнаночная, затем 2 петли лицевые, опять 2 изнаночные. И таким образом вот эти вот рядочки у нас будут 6 одинаковых. Дальше поменяем уже узор и опять вернемся к первому ряду вот нашего этого раппорта. То есть на верхней части узор сохраняем до мыска. Вот так вот выглядит сейчас носочек после того, как мы с вами провязали один установочный ряд. После того, как набрали по бокам края стенки, пятки, петельки. Сейчас мы с вами будем делать убавки. Убавки будут делаться в клине подъема. Вот здесь вот. Мы будем выполнять их, эти убавочки, не доходя одной петли до маркера. Вот эту вот петлю мы с вами до маркера не будем трогать. Мы ее будем все время провязывать. А убавочки будут вот эти вот. На другой стороне точно так же. Вот маркер, значит, вот эту вот петлю мы с вами не трогаем, а убавляем вот эти вот. Каким образом будем выполнять убавки? Доходим до последних 3 петель. Так, здесь у нас 23 петли. Вот на этой части. Так, последние 3 петельки мы с вами останавливаемся. И сейчас делаем убавку. Смотрите, у нас пяточка находится справа, значит убавка будет выполняться вправо. Не доходя, как я сказала, 3 петель, 2 петельки подхватываем за передние стеночки, провязываем лицевой. Это у нас будет так выполняться убавка вправо, вот с этой стороны. Последняя петля перед маркером провязывается. Так мы будем с вами выполнять убавочки именно с этой стороны. С другой стороны будем выполнять немножко по-другому. Значит, переснимаем маркер и дальше вяжем, сохраняя наш рисунок. У меня это идет 9-й ряд, точно такой же, как был в 7-й и 8-й. Это изнаночная, дальше 2 лицевые. И остановимся с вами. Давайте вот здесь. Вот я вам покажу, как делается убавка влево. С этой стороны, смотрите, провязываем петельку и делаем убавку влево. Значит, первая петля снимается, вторая провязывается и набрасывается та, которая была снята. Вот таким образом. Вот так мы будем выполнять убавку влево, то есть с этой стороны. Дальше у нас идут петли все лицевые. Что касается следующего ряда, после убавок, он будет провязываться без убавок. То есть мы с вами сейчас провязали, выполнили убавки. Следующий ряд будет выполняться без убавок. И таким образом мы с вами будем выполнять вот эти убавочки еще 5 раз. То есть вот здесь вот, не доходя одной петли здесь, через ряд будут выполняться убавочки. Будут браться вот эти вот петельки. Так, и дальше. То есть здесь мы еще должны убавить. Одну убавку мы сделали, еще должно быть 5 петель убавлено с одной стороны и с другой стороны. В результате, смотрите, у нас на нижней части, после того, как мы выполним убавки в клине подъема, вот эти вот убавочки, у нас на спицах полностью должно остаться тоже 68 петель,
так же, как мы с вами набирали в самом начале. Это обязательно условие, скажем, вязания носочков. То есть у нас должно быть одинаково везде. Пересчитайте петельки затем, когда выполните убавки. И должно быть 68 петель на одной спице 34 и на второй 34. После этого будете выполнять вязание по кругу уже без убавок. Вот смотрите. Вот у нас последняя убавочка была здесь. Дальше вяжется у нас по кругу до мыска. Итак, провязано у меня уже 59 рядов от последней убавки до начала формирования мыска. Если в готовом носочке, это вот от этой последней убавочки до вот этого мыска. В сантиметрах — 19,5. Если вы вяжете на другой размер, значит вы должны видеть свою, скажем, таблицу, вот эту вот, которую я вам показывала. У меня 19,5 на данный момент длина стопы в этом изделии. Так, что касается количества рядов, значит у меня 59 рядов. Если у вас будет другой размер, значит вы должны провязать вот это вот свое количество рядов. Вот у меня 59 рядов, и это 36-37 размер. Для другого размера я все расписала. Так, а сейчас мы с вами будем вязать мысок. То есть у нас остался последний этап, это мысок. Это вот эта вот часть носочка. Мысок у нас будет ленточный. Сейчас мы с вами переходим на лицевую гладь. Вверху у нас узора уже не будет. Мы все будем провязывать лицевой гладью. Единственное, мы сейчас с вами довяжем вот до этого маркера. И леску вытянем уже по-другому. То есть мы разделим, скажем, вязание на низ и вверх. Повытягиваем леску возле этих маркеров, чтобы было удобнее нам провязывать. Так, и вот вверху тоже, где этот маркер, мы вытянем леску. Вот таким образом, смотрите, вот у нас вверх получается. А здесь у нас будет низ. Ленточный мысок выполняется следующим образом. Делаются убавочки, вот видите, с одной стороны и с другой стороны. Но единственное, между этими убавочками мы будем оставлять одну петельку. В результате получится дорожка посерединке, 2 петли, которые не провязаны, а с двух сторон будут делаться убавки. Так, первый ряд с убавками. На спицах должно быть одинаковое количество петель. С одной стороны у нас 34 петли и с другой стороны 34 петли. Первая петля у нас будет всегда провязываться лицевой. Дальше делается убавка. Сейчас у нас идет убавка влево. Первая петля у нас снимается, вторая провязывается и набрасывается та, которая была снята. Вот это называется убавка влево. Так, дальше провязываем полностью ряд до конца, не доходя 3 петель. И будет сейчас выполняться убавка вправо. То есть в конце спицы у нас убавка всегда будет идти вправо. Выполняется она очень просто. За 2 передние стеночки провязывается лицевая петля. Вот таким образом, видите, она уже повернута вправо. Это убавка вправо. Последняя петля на спице провязывается лицевой всегда. То есть вот здесь вот у нас лицевая петля всегда, и первая на спице тоже будет выполняться лицевой. Сейчас идет вторая спица. Первая петля провязывается. Дальше идет убавка в начале спицы влево. Убавка влево. Первая петля снимается, вторая провязывается и набрасывается та, которая была снята. Вот это убавка влево в начале спицы. И дальше провязываем все лицевые, также не доходя 3 петель до конца ряда. В конце ряда 3 петли остаются, и сначала выполняем убавку вправо. За 2 передние стеночки провязываем лицевой. Вот это у нас убавка в конце ряда вправо.
последняя петля провязывается. Мы с вами выполнили первый ряд с убавками. То есть за один ряд у нас выполнены 4 убавки. В начале каждой спицы и в начале и в конце каждой спицы. То есть одна убавка, вторая. На подошве одна убавка, вторая. Это первый ряд с убавками. Следующий ряд мы с вами выполним без убавок. То есть полностью провязываем ряд лицевыми петлями, нигде не убавляя. И таких убавок у нас всего должно быть 7. То есть мы один раз с вами выполнили убавку. Еще таким же самым образом будем повторять 6 раз. Через ряд убавки. Я думаю, здесь будет все понятно. Если еще раз повторюсь, я думаю, что эта информация тоже будет полезная. Сейчас мы с вами провязываем второй ряд без убавок. Третий ряд с убавками, четвертый ряд без убавок, опять пятый ряд с убавками, шестой ряд без убавок. И таким образом мы с вами выполним, как я уже сказала, 7 рядов с убавками, а 7 рядов провяжем без убавок. Дальше, что касается вязания ленточного мыска, после этого будут выполняться уже убавки в каждом ряду. И выполнять убавки в каждом ряду будем тоже 7 раз. В результате у нас на спицах останется 6 петель, которые мы с вами соединим швом петля в петлю. Вот таким образом будет выглядеть наш носочек. Что касается количества петель в мыске, я сейчас вам напишу. Я думаю, если кому-то это будет интересно, вы можете посмотреть. На одной спице у нас 34 петли. После того, как мы выполним с вами убавки через ряд, 34 петли. После того, как мы 7 раз убавим в начале спицы в каждой спице, у нас получится 14 петель убавок. И на спицах останется 20 петель. Тогда мы с вами делаем убавки уже в каждом ряду. В каждом ряду. Дальше мы с вами выполним убавки, как я сказала, тоже 7 раз. То есть это получится по 2 петли на одной спице, опять 14 петель. В каждом ряду, когда сделаем убавочки, у нас останется 6 петель. И вот эти 6 петель мы с вами закроем уже иглой. Я уже сейчас вам показывать дальше не буду. Думаю, здесь уже вам все понятно. И что касается шва петля в петлю, вы можете посмотреть на канале, у меня есть отдельное видео. Я думаю, тоже вам будет все понятно, если вы еще не умеете пользоваться этим швом петля в петлю. И вот таким образом у нас получится второй носочек. На этом у меня все. Останется только мне эти носочки постирать. И я думаю, те, кто вязал вместе со мной такие носочки, у вас тоже все получилось. Я стараюсь подробно все показывать, рассказывать. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ну и, конечно, переходите по ссылочкам, потому что там тоже есть много интересного, полезного по вязанию. Всем спасибо за просмотр.